Когда я делал своими руками топоры и кухонные ножи, которые рубят даже металл, подписчики не раз намекали на то, что мне нужен гриндер. С выбором я не спешил, присматривался, но когда с ним поработал, понял, что гриндер нужен всем. Знакомьтесь, это гриндер Удачный Плюс. Один из лучших в своем классе, он у меня почти полгода, и сегодня хочу поделиться впечатлениями, рассказать, что он может, показать, как зачищает металл и пластик, насколько удобно и как точить сверла, стамески, ножи, ножницы и топоры. Бонусом представлю 5 простых лайфхаков, которые упрощают работу на гриндере. Ну а начнем с комплектации. Упаковка добротная, внутри гарантийный талон на 3 года и неспроста, за качеством следят на всех этапах сборки. Подарочный купон на 1000 рублей и инструкция по эксплуатации. Дальше пупырка, 6 лент 50 на 610 мм, в базовой комплектации их 3, упаковали на совесть. Гриндер Удачный приходит в собранном состоянии. Достал, зарядил и погнал. Ящик разобрал, был еще один сверток. Это угольник с упором на 45 и 90 градусов. Полезная вещь. Маленький упор нужен при регулировке зазора между столом и лентой. И опорная ножка двигателя. Наш брат обычно читает инструкции, когда что-то ломает, поэтому покажу, что нужно сделать в первую очередь. Первый запуск делаем без ленты. Помолотил минуту, двигатель не греется. Тогда берем ленту нужной гридности, стрелкой по направлению вращения, тянем ручку до упора и одеваем. Столик пока не поднимаем. Провернем ленту пару раз, чтобы убедиться, что не съезжает. Далее запускаем и центрируем ленту этой крутелкой. Так гриндер должен проработать минут 15. Если ничего не греется, значит все в порядке. В последующем режим работы не должен превышать 45 минут. Это в первую очередь касается тех, кто живет в южных широтах. 45 минут гриндер работает, 15 отдыхает. Я при температуре воздуха 18 градусов работал на нем по часу. Тепловизор видит самые горячие точки. На роликах температура поднималась чуть выше 50 градусов. На двигателе в пределах 40, что вполне нормально. Для гриндера главное хорошие подшипники. Я разобрал один ролик. Все ролики, кстати, и вал из 45-й износостойкой стали. Подшипники закрытого типа. Саратовские, ПВ Групп. Не Китай, что радует, конечно. Двигатель на 1,1 кВт, 3000 оборотов в минуту. Это соответствует действительности. Уже не раз проверяли другие. Мне же было интересно узнать, каким будет напряжение на старте. Около киловатта. В процессе работы гриндер кушает не более 400 Вт. Это хорошо. На гриндере Удачный можно заниматься обработкой металла, дерева, пластика, стекла и керамики. Позволяет формировать кромку и точить ножи, топоры, снимать ржавчину и краску, делать торцовку, шлифовку, полировку, срезать заусенцы и дефекты после грубой обрезки, заготавливать фаски, зачищать швы и так далее. Так что гриндер будет полезен не только частникам, но и автолюбителям, мебельщикам, мастерам, работающим с металлом, тем, кто занимается изготовлением ножей и прочим. Что нового в гриндере Удачный Плюс? В ручке натяжителя пружины появилось целых 7 отверстий для натяжения и регулировки длины ленты. Улучшили регулировочный винт, теперь он без фиксации. Еще на столике появилась шкала для наклона по вертикали и транспортир с упором для регулировки по горизонтали. Перед тем, как начнем точить, поделюсь некоторыми лайфхаками. Выполняя те или иные работы, приходится достаточно часто менять гридность ленты. Когда гриндер жестко закреплен, это сделать легко. Но когда он стоит на столе, как у меня, что неправильно, ленту менять неудобно. Как вариант, можно сделать простенький упор. Этот край вставим в отверстие с пружиной. Пружине он не мешает. Подняли ручку и вставили в ближайшее отверстие. Теперь можно менять ленту не спеша 2 руками. Нужно еще раз заменить, не проблема. Ставим упор и меняем. Второй лайфхак коснулся стола. На гайках и шайбах, которые стоят с завода, можно плавно регулировать стол, приложив усилия. Это удобно. Правда, для регулировки нужно использовать одновременно 2 ключа. Некоторые решают эту проблему с помощью квадратных мебельных болтов, другие ставят резьбовые заклепки или ремонтные гайки. Я сделал проще. Прихватил сваркой одну гайку к станине, другую к направляющей подъема.
Теперь одной рукой можно держать ключ, а другой регулировать стол. Плавность наклона стала похуже, потому как работает одна шайба, но в целом мне так удобней. Гайки на прихватках, если что, можно удалить. Еще у меня есть цифровой угломер, поэтому снял нижний и укоротил болты. Ну а начать бы хотел со старых ножей и ножниц, которые мне отжалели наши повелительницы кухни. Вначале поставим ленту с самым крупным зерном и исправим сломанный нож. На наждаке так быстро камни не поменяешь. Проверим, как идет. Запускаем. Лента новая, возможно, немного криво склеена, поэтому пока не вытянется, будет плавать. Это нормально. Теперь можно ставить стол. По-моему, вполне неплохо. Поставил 320-ю ленту. Этот топорик-самоделка даже без кромки рубил металл и резал бумагу. Угол держал на глаз. Гриндер для кромок лучше тем, что на широкой ленте кромка получается ровнее и аккуратнее, чем на точильном. Затем заменил на 400-ю. Ничего не испортил, кромки подправил на всех ножах и ножницах. Вот так выглядели кромки ножей до, а так выглядят после. Ножницы удобнее точить на ленте сверху. До заточки резать не хотели, после заточки режут. Кто-то обязательно скажет, что лентой с 400-м зерном ножи идеально не заточишь. И будет прав. Идеальную заточку я сделаю камнями на 3 или 4 ножах. Остальные, чтобы никто из домашних не порезался, оставлю как есть. Обратите внимание, сколько пыли осталось от ножей. С пылью тоже можно бороться. Это половина старой автомобильной аптечки. Большая часть пыли будет оседать в воде. Здесь же можно охлаждать металл. А чтобы гриндер не бегал по столу, можно зафиксировать струбциной либо зажимом-фиксатором. С деревяшками работать еще проще. Ставим ленту с 60-м зерном и погнали. Ям не нароешь, все получается ровно и аккуратно. Для того, чтобы сделать на трубе правильный угол под 45 градусов, нужно отрегулировать керамическую пластину. Пластина регулируется 2 болтами и шайбами. Зазор между линейкой и роликами не должен быть более 1 мм и одинаковым сверху и снизу, и слева и справа по отношению к роликам. Теперь отрежем под 45 градусов пару профильных и круглых труб. Допустим, сбился у меня глазомер, отрезал криво. Гриндер это исправит. Стол зафиксировал относительно ленты под 90 градусов. Угломер можно поставить как справа, так и слева. Упор поставим под 45 градусов и зажмем. Что покажет этот угольник? Все в порядке. Запускаем и смотрим, что получится. Лента все еще убегает, равняем. Не прошло и минуты, как угол готов. То же самое делаем и со второй трубой. Смотрим угол. Идеальный. Можем проверить подугольник. Точно так же можно равнять и круглые трубы. Обороты для полипропилена высоковатые, но все получилось. Удалим сопли. И вот наш угол. Для стамесок наклонить стол под 17-25 градусов не получится. Мешает кронштейн. А если отвести стол дальше, то не хватает длины резца. Керамическую пластину мы отрегулировали, поэтому можем попробовать точить стамески боком. Транспортир можно поставить с любой стороны, но упор придется перевернуть зеркально. Если этого не сделать, лезвие будет уходить за пределы ленты. А так лезвие на ленте, и результат в целом неплохой. Можно, конечно, точить и на глаз, но для стамесок и ножей лучше докупить готовый модуль для выведения спусков. С его помощью можно делать не только идеальные спуски на ножах, но и точить стамески, лезвия рубанков и так далее. Подарочный купон для такой покупки, наверное, сгодится, но я, скорее всего, сделаю сам. Если бы у меня кто-то спросил, что мне нравится точить на гриндере удачном больше всего, я бы ответил сверла. Сверла можно точить как на глаз, так и с помощью упора. Покажу оба варианта. Ставим упор на 120 градусов, маркером очертим линию, можно даже пожирнее. Берем сверло, кладем на палец
Переднюю режущую кромку сверла ставим строго по горизонтали, сверло держим параллельно линии и при подаче приподнимаем. При таких движениях задняя кромка должна заваливаться немного больше передней. Коснулись и подняли. Точно так же точим и вторую кромку. На наждаке это делать не так удобно. С помощью упора точить сверла еще проще. Ширины упора, правда, не хватает, но я взял обычный дверной квадрат, укоротил и прижал зажимом с фиксатором. Так можно точить и более мелкие сверла. Прикладываем сверло к упору, режущую кромку ставим по горизонтали и понемногу прижимаем. Одну сторону и другую. Затыловку на ленте не сделаешь, но это единственный недостаток. Под этим углом, я думаю, вам видно лучше. И старайтесь сверло не перегревать. Совсем тонкие сверла тоже можно так точить, но лучше заколхозить нехитрое приспособление. Попробуем сверлить. Возьмем что-нибудь посерьезнее. Уголок. Полка миллиметров 8. Сверло 12 мм без затыловки. Пробуем на сухую. Каплю масла все же капнем. Просверлили. Если говорить о недостатках, то их в принципе нет. Нужно следить за лентой у верхнего ролика. Новая лента нередко касается кронштейна узла натяжителя. За полгода образовался вот такой пропил. Это не гарантийный случай, а исправить можно самой обычной электросваркой, поэтому я не переживаю. Еще кто-то скажет, что нет регулировки оборотов для работы с пластиком. Ребята, это гриндер из средней ценовой категории. Но несмотря на это, к нему можно подключить частотник. В общем, гриндер удачный, во всех смыслах этого слова удачный, и своих денег стоит. Я смело могу его рекомендовать. К плюсам я бы еще отнес достаточно мощное, если хотите, толстое железо, простую и надежную конструкцию, что немаловажно. А еще он ремонтопригоден и отлично защищен от пыли. Гриндер удачный можно заказать на офф-сайте. Смотри-ка, тут и рассрочка есть. Посмотрим, что еще из приблуд есть. Угломер, как у меня. При заказе можно выбрать что-то еще и добавить купон. Ссылку на офф-сайт и промокод найдете в описании под видео. Что касается 5 причин купить гриндер удачный, то их намного больше. Я их перечислю в закрепленном комментарии. Список можете пополнить и вы, наиболее удачные ваши варианты буду дублировать в том же закрепленном комментарии. На этом все, дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк или дизлайк и подписаться на мой канал.